Что ты изобрел-то? Эликсир молодости? Возможно. А есть какая-то информация, что именно за препарат? А это и у вас хотел спросить. Но в любом случае, это такой препарат, ради которого крупнейший фармаконцерн страны готов был вас взять под свое крыло. Я хочу вам представить наших новых партнеров. Это молодой и перспективный стартап «Феникс». Диана Кульчицкая и Иван Сатнов. Пожалуйста. Наш стартап существует 2 года, но за это время мы с моим партнером смогли выпустить на рынок несколько успешных разработок. Мы очень рады возможности расширения и сотрудничеству с фармацентром. Вопрос. Правда ли, что у Феникса есть новый препарат, который может совершить революцию на фармацевтическом рынке? Революцию мы не обещаем, но да, в самом деле мы успели запатентовать несколько лекарственных препаратов, и сейчас специалисты нашей научной лаборатории Дальше еще пару минут воды на тему новейших достижений и прочей благости. А что ты за хрен с горы? Важный такой. Олег Витальевич Деймин, один из учредителей фармацентра, очень влиятельное лицо. А вы знаете что-нибудь о гибели Дианы Кульчицкой? Только из официальных источников. На загородной трассе в разбитом автомобиле было обнаружено тело Дианы Кульчицкой со множественными травмами, несовместимыми с жизнью. Кульчицкая является совладелицей лаборатории «Феникс». Ее партнер Иван Сатнов оказался недоступен для комментариев. Вы действительно ничего не помните? Нет. Ну, в таком случае есть только один человек из Феникса, который хоть что-то знает про этот препарат. Ну, Ну что, он переехал в Нью-Йорк или в Даллас из Феникса? но он тоже исчез. Как думаешь, этот Горянский не слиняет? Значит, у тебя не отвяжется. Как клещ будет носом землю рыть. Еще носом землю не роют. Роют. Это, по-моему, идеальное решение проблемы. Он сейчас будет искать этого вашего гениального фармаколога, чтобы он рассказал ему о колесах, из-за которых есть сырбор. Я в это верю больше, чем в лоботомию, на которую вы с Ольгой шляетесь. Почему лоботомия тоже имеет свой эффект? Ладно, умник. Убийство в банке. Давай-ка работать. Это тебе не у бабки пенсию мыкнули. Привет. Ну что тут? Огнестрельная в грудь. Умер почти сразу. Из чего стреляли? Пистолет 9 миллиметров. Судя по следам пороха, стреляли в упор. Ключи у него? Какие ключи? Ну, вот ячейки, он же сюда не кофе пришел пить. Какой-нибудь из этих?
Нет, не похоже. Подозреваем, что грабил он. Что есть у нас? Ручки работяги, маникюрчик так себе, татуировка. Ну, это ничего не говорит. На шее покраснение. Рубашечка новая. Бывает нечасто. И костюмчик тоже. Так, для солидности, чтобы, например, в банк пробраться. Личность жертвы установлена. А кто жертва, уже выяснили? Некто Игорь Косько. Чем занимается, выясняем. Блин, камера не работает. У них одна камера на входе. Тут денег полно, у них одна камера на весь банк. Андрюш, что тут у вас? Разбираемся пока. У жертвы кто-то забрал ключи от ячейки. Ну, убийца, наверное, и забрал. Там девочка-менеджер в себя пришла. Пойдем, можно их просить. Не думаешь, что оружие все еще здесь? С чего ты взял? Интуиция. Ну и как тут у вас все происходит? Клиент приходит и вызывает менеджера. Вы менеджер? Что? Менеджер, это вы? Я беру ключи от хранилища у старшего по смене, спускаюсь с клиентом в хранилище, открываю его, регистрирую посещение, открываю мастер-ключом ячейку и ухожу. Клиентом остается один. Да, клиенты достают ячейки и работают с ними в специальной комнате. А когда вы пришли, в комнате кто-то был? Нет, конечно. Вы проверили? Нет, зачем? Я просто его оставила там и ушла в комнату для персонала. Потом я услышала, что что-то грохнуло. Я подумала, что он что-то уронил. Потом его все нет и нет, нет и нет. Я открыла хранилище и увидела его там. Я очень сильно испугалась. Я выбежала, стала бежать, стала... А дверь в хранилище вы закрыли? Нет, ну я не специально. То есть, когда вас не было, кто-то мог проникнуть в комнату? Я не знаю. Убитого вы знали? Откуда? Вы что думаете, что я тут причастна? Я тут работаю всего месяц. Ладно, пойдем. Куда мы пойдем? Может, что, оставим ее так? Хватит реветь! Ясно. А что с судимостями? А сразу нельзя это было сделать? Ладно, я жду. Жертва слесаря, у него маленькая мастерская. Сейчас пробиваем по криминалу. Да, говори, я слушаю. Что и требовалось доказать, это ограбление. Что, слесарь не может быть клиентом банка? Не, я, конечно, могу предположить, что это слесарь-миллионер, который хранил в ячейке алмазные сверла. Но мне кажется, что это ограбление. Почему? Да потому что тебе ограбить ячейку, тебе нужен мастер-ключ. А для этого тебе нужен кто? Слесарь. А еще тебе нужен индивидуальный ключ от ячейки. И кто для этого нужен? Черт возьми, опять слесарь. Ага! Нам опять нужен слесарь! А еще тебе нужен человек, который знает, как выглядят эти ключи. То есть сообщник, сотрудник банка? Это наш эксперт, это директор отделения банка. Олег Евгеньевич Тузов. Павел Алпатов, у меня к вам несколько вопросов. Ко мне? Но меня не было во время убийства, я только приехал. Боюсь, что здесь не только убийство, но и ограбление. Эта информация шокирует не только директора, но и Стаса. С чего ты взял? Уверяю вас, мы тщательно проверяем всех наших сотрудников. Особенно их связи с криминалом. Никогда ничего подобного у нас не было. Все когда-то бывает в первый раз. Что в первый раз? Вы не нашли ключ клиента, и все. Из-за этого вы разрушаете идеальную, я повторяю, идеальную репутацию нашего отделения. Нет у нас никаких мошенников. Давайте посмотрим, что у нас есть. Кто-то как-то проник в хранилище, убил клиента и незаметно выбрался из банка. Такая формулировка лучше для репутации? Кого вы подозреваете? Еще никого. Нам нужен доступ к досье персонала.
и к банковским ячейкам. Не понял. Есть две версии. Первая – это то, что убийца прятался в комнате для клиентов. Либо это был самострел. Пистолет, который сработал на открытии ячейки. Нам нужно открыть все ячейки. Может быть, он еще там. Открыть ячейки? Всего лишь? Да что вы говорите? Ну, такой Армагеддон будет, что я лучше из собственных кишок эту скакалку себе сделаю. Пойдемте у сообщника. Молодец, Каплин! 7 раз отрежь, 1 отмерь. Или наоборот, да? Одна из этих. Вряд ли наш сообщник работает в депозитарии. Их проверяют в первую очередь. Скорее всего, это просто менеджер по работе с клиентскими счетами. Ну, или кассир, или уборщица, или охранник. Ставлю на менеджера. Менеджер в курсе всего. Сколько денег у клиента и где сейчас клиент? На Мальдивах или в море? Ну, допустим. И что, мы будем допрашивать всех подряд? Да. Да, он должен был избавиться от дубликатов ключей. Если, конечно, их не съел. Вот полиция заходит. А можно пораньше перемотать? Насколько? А можно перемотать назад с того момента, как полиция приезжает? Ага. Сотрудники в банке остались? Да, а посетители попросили уйти, а сотрудникам оставаться на своих местах. Опа, это не наш парень. Стоп! Так, можно вот с этого места медленно. Стоп! А кто этот мужчина, не знаете? Вот это на Макса Алексеевича похож. Вроде он. И кого же мы так боимся, Макс Алексеевич? Ну, отлично. Тогда я вас запишу на завтра. Нет, сегодня мы не работаем. У нас внутренняя профилактика. Да, хорошо. Всего доброго. До свидания. Максим Алексеевич? Да. Я из полиции. Меня зовут Павел Алпатов. Я расследую сегодняшнее убийство. Убийство. Да. Я могу чем-то помочь? Сегодня всем сказали оставаться на своих местах. Вы вышли из офиса. Зачем? Как покурить? Вы знакомы с Игорем Касько? Касько. Нет. Не нравится мне этот персонаж веселых картинок. Куда девал ключи? Мурзилка! Что-то еще? Пока нет. Спасибо. Нам сюда. Да? А что там? Что, проголодался? Ты заметил красное пятно на манжете у Алексеевича, которое он так тщательно скрывал? И что? Знаешь, что это такое? Нет. Это кетчуп. Нет. Да. А поскольку для обеда еще слишком рано, значит, пятно кетчупа он мог поставить только здесь. Слушай, ты гениальный человек. То есть, подожди, то есть у человека есть два варианта поставить пятно от кетчупа. Или в мусорном баке во время обеда. А он не мог, например, просто дома обедать или завтракать. А он не мог, например, проходить мимо охранника, который жрет огромную сосиску, и тут брызнул у него кетчуп. Ты отвергаешь все эти варианты. Все отвергаешь, кроме одного. Что он спустился сюда, чтобы что? Чтобы спрятать ключ от банковской ячейки.
Мы выяснили, что Игорь Косько – это брат вашей первой жены. Вы по-прежнему не знаете его? Уверен, если мы поднимем вашу почту, звонки, то найдем много интересного. Ну уж сознаться. Воровали из ячеек. Мне нужны были деньги. Уважительные причины. Что случилось в депозитарии? Я не знаю. Я был в коридоре, услышал хлопок. Оттуда выбежала Лиля, я туда, там Игорь и пистолет в ячейке. Какой пистолет? Я не знаю, я ее закрыл, взял ключи. Я убежал. А кому принадлежала эта ячейка? Муж и жена Моисеева. То есть вы хотели открыть именно эту ячейку? Да, он приходил 2 дня назад с охранником в депозитарий. Я думал, он деньги принес. Вот мы и решили рискнуть. Дебилы. Это точно номер Моисеева? Он его указал контактом. Он трубку не берет. Ну, звоните, звоните. Сюда иди, говорю. Ты что нашел? Это ж кошмар. Здесь перевод денежных средств за границу. Утяжет иностранных спецслужб. США, Израиль, Иран, связь с Аль-Каидой. Убийство следствия так, цветочки. Здесь целое осиное гнездо. Мы этим не справимся. Давай я Скользкому позвоню. Да, конечно, надо звонить Скульскому. Какое у тебя лицо ты видел? Подожди. Я и правда лажу журналом посещений. Алексеевич сказал, что хозяин ячейки заходил 2 дня назад. Да? Его нет в записях. Видишь? И что это значит? Я не знаю. А еще здесь не хватает страницы. Кто-то почищал следы. Отходим. Глок 17. Денис Петрович. Капитан Красивцев, заводской РОВД. Тут у нас такая ситуация вышла неприятная. Один товарищ пытался вас сегодня обокрасть. То есть? Влез за деньгами в вашу ячейку. Но вместо денег поймал пулю. Не объясните нам, как в вашей ячейке оказался пистолет? Объясню. Первое покушение было полгода назад. Взорвали машину. Взорвали? Я думал, что 90-е уже закончились. Ну, я торгую нефтепродуктами, у нас 90-е закончились не до конца. Я долго восстанавливался, несколько пластических операций. Я так понимаю, что организаторов не нашли? Не нашли, но я продолжил расследование, и месяц назад я получил доказательство, что мой начальник службы безопасности, Леша, Алексей Тузов, помогал подобраться ко мне поближе. Да. Ну, я его тут же уволил, отобрал долю в акциях компании, а неделю спустя моя машина была обстреляна по дороге домой. Если вы уверены, что
что это Тузов. Почему сразу не обратились в полицию? Ну, доказательств же нет. Вы мне первые сказали, что это хулиганство. Это не хулиганство. И это не хулиганство. Неделю спустя я нашел в почтовом ящике вот это. Пиковый туз? Ну да, это кличка Леши. У него все с тузами. Галстуки, перстни, запонки. Все. Скажите, а позавчера вы были со своим охранником в банке? Но почему-то этого нет в записях. Почему? В хранилище я не попал, забыл ключи от ячейки. Забавно, а грабитель подумал, что вы туда положили деньги и залез в ячейку. Так, стоп, я правильно понимаю? Ваш СБшник хочет вас убить, допустим. Но как его оружие оказалось в вашей ячейке? Ну, директор нашего банка Олег Тузов. Это двоюродный брат Леши. Все мои счета там. То есть вы выгоняете одного брата, а деньги продолжаете хранить у другого. Это как вообще понимать? Это глупо, я согласен, но слишком многое связано со счетами. Мне нужно было время, чтобы уладить этот вопрос. Ну вот я и тянул. Вы же в курсе конфликта вашего брата с Денисом Моисеевым? Да, в курсе. Но я старался в это дело не лезть. Просто Моисеев после покушения стал какой-то неадекват. Во всем обвинил Лешу, лишил работы, зарплаты, репутации. Репутация? А если ваш брат правда причастен? Да чушь. Он столько лет был его правой рукой. Нет, Леша, он очень такой лояльный человек. А у него есть здесь банковская ячейка? Да. А у вас, как у директора, конечно же, есть доступ к ключам, так ведь? То есть вы думаете, это так просто делается? Ну, взял, открыл как калитку? Нет, это банк. Здесь так не делается. И при чем здесь мой брат, я не пойму. Ваш брат приходил сюда с месяца назад? Нет. У него есть ячейка, но она пуста. Он честный человек. В журнале посещений вырвана страница. Кто-то тщательно скрывал следы своего посещения. Хорошо. Я проведу служебное расследование, кого надо накажу, но поверьте, ни я, ни мой брат к этому не причастны. А сколько хранятся записи с камер со входа? 2 недели. Удобно, правда? И вы, конечно, не знаете, где сейчас находится ваш брат. Тузов Алексей Евгеньевич, бывший сотрудник спецслужб, участник боевых действий в Афганистане. Вышел в отставку в чине майора, потом в бизнес подался. Почти 10 лет проработал в ООО «Сольвент-поставка» начальником безопасности. Вот еще любопытно. Мастер спорта по пулевой стрельбе. На нем зарегистрировано 2 пистолета марки «Глок». Какой у нас пистолет был в ячейке? А? «Глок». Ха-ха-ха. Красавец. Да, но с таким послужным списком он от нас годы может бегать. Да, но у каждого супермена есть родственник-дебил. Ты о чем? Его братец из банка пытался до него дозвониться. Сейчас запеленгуем его на раз-два. Ну все, поехали. Куда? Поехали, поехали. Ну что я тебе говорил? Вася найдет. Мы перекрыли все выходы. Сейчас будем брать. Начали. Что за цирк? Да я уж сам не рад, что позвал их. Вашу ж мать. А двери-то зачем ломаете? А кто? Я Тузов. Проник, подобрал, заложил. Что там еще? Ах, да, обстрелял. Ну, я так понимаю, ни пуль,
Ни отпечатков у вас ведь нет. Пока нет. Скоро будут. Пока нет, скоро будут. Ну, а зачем мне это? У нас мотив. Вы обиделись на шефа. Обиделся на шефа? Да я убить его был готов. Но ведь я же не идиот. Ну, вернее, идиот, что столько лет на этого козла проработал. Ну, не так же. А ячейка это мне зачем? Ну, сработало же. Правда, не с тем. А почему я? Почему не его жена Катя, например? Причем это жена? О, другое дело. Хорошо же, когда в деле появляется женщина. Почему? Потому что я люблю женщин. Знаешь, какие есть женщины в русских селениях? После покушения полгода назад я стал узнавать. Увы, прямых доказательств не было, но по всем косвенным признакам выходило, что Катя к этому причастна. Вы рассказывали ему об этом? Конечно, рассказывал. Предупредил, чтобы был осторожнее, не доверял. Пытался собрать побольше информации. А он обвинил меня в том, что я пытаюсь рассорить его с женой. Как он выразился, свои грешки спрятать. И уволил. Что? Не верите? Не очень. Да, спасибо. Нет больше ничего. Слушай, я позвонил в банк, оказывается, ячейка общая, муж и жена имеют доступ. То есть теоретически, получается, она могла установить пистолет в ячейку. Теоретически говоришь? Распечатка с ее мобильного. Утром смс-ка о покупке билета на самолет. До Батуми в один конец. Как тебе фокус? Впечатляет. Не то слово. Что еще случилось? Мы никак не можем связаться с вашей женой. Вы не знаете, где она? Нет, не знаю. Вроде к подруге собирался. Можете подруге позвонить? Алло, Тань, это Денис, да. А Катя рядом? Она вроде к тебе собиралась. А где? Ага. Ну, прости. Нет, что происходит? А вы сегодня общались с вашей женой? Какие были планы? У меня работа, потом физиотерапия, у меня реабилитация. Она собиралась к подруге. А что? Почему вы про нее спрашиваете? Мы нашли вашего охранника, Алексея Тузова. И он утверждает, что ваша жена причастна к покушению на вас. Это ж бред. Вы что, не понимаете, что Леша пытается отвести от себя подозрения? А на чем передвигается ваша жена? У нее хаммер очень заметный, оранжевый. А что? О, вот ее машина заезжает на стоянку. Вижу. Наконец-то. Я извиняюсь, что задержался. В общем, ее на борту не было. Как не было? Она купила билет, сюда она приехала. Да, она приехала, но регистрацию не проходила. Может, она передумала лететь в Батуми? Купила билет на другой рейс за наличные? Я все проверил. Пассажира Екатерины Моисеевой не было ни на одном рейсе.
Биохимика, который работал на нашу компанию, зовут Петр Винц. Горянский считает, что это единственный человек, который знает, что на самом деле произошло между мной и фармацентром. А он где? Уехал за границу. Уже как год. Сразу, как только все это началось. Я сейчас расхерачу этот притон к чертовой матери. Это дорогостоящее оборудование. Я тебе сейчас в голову так дам, что ты ляжешь, понял? Успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь. Что здесь происходит? А вы кто? Заводского РУВД. О, отлично. Забирайте эту кодлу в отделение. Вы можете объяснить, что здесь происходит? Наш сотрудник незаконно использовал служебные помещения, оборудование в личных целях. Ваш доктор извращенец. Юрий? Да, Юрий Михеев. Вы его знаете? И что сделал этот извращенец? Короче, я вскрыл переписку жены, а она там уже 3 месяца мутит с этим уродом. Ходит сюда как на работу. А сегодня я пришел домой, ни документов, ни вещей. А у нас ребенку 3 года. Вот как он ей голову промыл. Послушайте, это наше внутреннее дело. Давайте обойдемся без полиции, а? На кону репутации института и вообще-то. Довертела твою репутацию. Эй! Ну что, сыщик, выяснил, куда делся Михеев? Да. Вчера днем улетел в Турцию с некой Курочкиной Анной Сергеевной. Круто. Значит, пришел конец вашим экспериментам. Хочешь, по прилету мы его на 15 суток возьмем? Не надо. К тому же не совсем халтура была, я же что-то вспомнил. Ну что такой бодрый? Чего? Наш горячо любящий муж, бесконечно доверяющий своей жене, запараллелил на себя ее банковскую карту. И? Вот распечатка. Вот СМС-ка о покупке авиабилета. 11:15. То есть он знал, что она купила билет на самолет уже утром. Он нам врал. Как силы мерен. Да вроде же уже поймали. Разве нет? Нет, еще никого не поймали. А, понимаю. Нельзя говорить. О чем? Об этом вот это все, ну правильно, разделы государственные. В смысле? Да ладно. Вы же шпиона поймали. Какого шпиона? Но он же в ячейке аппаратуру прятал. Микрофоны, фотоаппараты шпионские, ну вот это все хозяйство. Не возражай ему, иначе он не заткнется. Да, нашли. Вы только не говорите никому. Само собой, я могила. Стоп, стоп! А вот и наша красавица. Бонджорно, принцесса! Ты заметил, как она быстро убежала? Стремительно. А через 10 минут купила билет на самолет. А что ты удивляешься? Например, когда я узнаю, что кого-то убили, а я следующий, мне становится так одиноко, так грустно, плохо. О, я хочу улететь куда-нибудь, развеяться. Кого она так испугалась? Мне кажется, мы очень мало знаем о ее муже. Я жажду знаний как никогда.
ума сойти, он даже обувь шьет у своего модельера. Вот, у человека есть сон de la beauté, чувство стиля и то, что у тебя. Кстати, возьми телефончик модельера. Пригодится. Мою обувь невозможно смотреть. Ты где ее взял? У бомжей, что ли? Стоп. Какой-то очень странный платеж. Посмотри, месяц назад индивидуальному предпринимателю Королькову А.В. было перечислено 3,5 миллиона за оказание компьютерных консультаций. 3,5 миллиона. А что он еще делает за эти деньги? 3,5 миллиона. Нет, может, у него сиськи, конечно, 7 размера. Но все равно 3,5 миллиона. Я бы хотел посмотреть на этого компьютерного гения. Слушай, проваливай нахрен, нам мне проехать надо! Артем Корольков, программист-консультант, известен как хакер Дарк Кинг. Алло, гараж! Король тьмы. О, сатана. Подходит. Проходил по делу о вскрытии банковских счетов, но отпущен за недостаточностью улик. Сдвигайтесь назад, я опаздываю! Слышь, гараж, жрать, давай уезжай отсюда! Сейчас занимается легальным бизнесом. Или просто не попадается. Отпускай, мразь! Открывай, мразь! Давай, открывай, что ты? Здрасте. Хренасти, я сейчас пацанам позвоню, при этом бошки подрывают, понятно? Ты откуда такой борзый взялся? Заводской РОВД подойдет. Ой, побежал. Я не понимаю, мужчина, мы кофе закажем или сразу за ним двинем? Дай, не в груди больно, дай. За что тебе платил Моисеев? Нихера, я без адвоката базарить не буду. Ладно, нет так нет. Да не будь ты фашист. Да, я сейчас задохну. Это улика. Какая нахрен улика? Пока не знаю. Вот приедет твой адвокат, выясним. Ладно, я скажу, да. Хорошо. Рот открой. Короче, он нанял меня, чтобы я прочекал его жену. Чего сделал? Ну, посмотрел там почту, эти чаты, проверил. И что ты выяснил? Ну что, она полгода назад его заказала. Так, и все. Другое дело. Ну что, я в аэропорт. Сам проверю ее машину. Это была месть. Он решил убить свою жену, чтобы отомстить за покушение. Не проще было сдать ее в полицию. Он ценитель прекрасно. Себя очень любит. Да, себя он любит. Вот. Она из него сделала урода. Он страдал, по-настоящему страдал. И вся эта история с начальником охраны — фикция. Выгнал со скандалов с работы. Потом устроил покушение. Зачем он приходил в банк с охранником? Поставить пистолет? Да нет, пистолет он поставил раньше. Позавчера он пришел с охранником, охранник отвлек менеджера. И он удалил страницу своим последним посещением. 21 век. Вся страна на цифре, а у них все по старинке. Тетрадку записывают. А вчера он попросил жену прийти в банк и забрать немного денег. Угу. Она пошла, но грабители ее опередили. Она увидела, что в банке кипиш. Все поняла, девочка умная. Ну и где она теперь? Сейчас узнаем. Я так и знал. Он убил ее прямо здесь. Как? Он что, Бэтмен? Его машины нет на камере. Ой, слушай, пришел пешком, взял арендованную машину, спрятался в багажнике. Да вот никакой разницы. Важно то, что он на нее напал и задушил. Вот здесь царапина, вот здесь. Она сопротивлялась. Царапала обивку. И вот
Ее ноготь. Я, кажется, знаю, где он спрятал тело. Да, это он. Вы уверены? Конечно, у него шрам на пол-лица. Еще этот глаз. Ужас. Ну да. А какой чемодан он купил? Этот. Такой же модель. Вот этот? Да. Ленберг. Лимузин среди чемоданов. Ну, теперь мы точно знаем, в чем он его похоронил. Теперь осталось узнать, где. Слышь, здесь есть датчики слежения. Чтобы узнать, где находится чемодан, нужно просто знать его номер. Подбила его страсть к дорогим вещам. Скажите, а у вас есть в базе данных все номера чемоданов? Да. А мы можем узнать местоположение этого чемодана по номеру трекера? Вообще не проблема. Отойди от нее. Да. Блин. Молодец. Не всегда получается убежать, да? Что? Пакуй его, Вася. Пошли. Я звонил тебе, ты не отвечала. Я волновался. Хочешь? Нет, спасибо. Что случилось? Все нормально.
Давай потанцуем. Я не люблю танцевать. Ты ж точно не знаешь. Ты что забыл? Оль, послушай, если это из-за Михеева, то совершенно напрасно. Он тебе не стоит, Рит. Оль, подожди. Погоди. Погоди. Нам надо поговорить. Подожди. Ты зачем пришел? Пришел поговорить про свое лечение? Приходи в больницу в приемные часы. Не хрен заявляться ко мне домой. Уходи. Оля, послушай. Я сказала, вали отсюда. Придурок, ты что творишь? Это все неправильно, так будет лучше. А, ты заботишься о ней? Слава богу, я уж думал, ты просто импотент. Да пошел ты. Ну, Кат, пошел. Домой? Гордится собой, да? Господи, я думала, что ты не вернешься.